Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Благодарим вас, что вы с нами. Диета, которая использует только один продукт или группу похожих продуктов, называется монодиетой. Монодиеты – это жесткие диеты. Их рацион максимально урезан, а время использования ограничивается 5 днями и не более. Нельзя путать разгрузочные дни и монодиету. Эффективные монодиеты – это яблочная, гречневая, арбузная, кефирная, рисовая, творожная. Одним из трендов диетологии смешивание двух диет в одну программу. Прекрасный дуэт получается из гречневой крупы с кисломолочным продуктом. Здесь кефир выполняет важную функцию, восполняет нехватку белка. В результате организм не страдает от его нехватки, то есть процесс обмена веществ происходит лучше и интенсивнее. В итоге расходуется больше калорий и сброс веса поэтому ускоряется. Еще плюс, что после окончания диеты организм не бросается снова набирать потерянный вес. При соблюдении гречневой диеты только в злаковом варианте не предусмотрены больше никакие другие продукты, скажем, белое мясо, овощи и так далее, только чай и вода. При таких условиях организму трудно перестроиться, многие просто не выдерживают и бросают начатую диету на полпути. Соединение гречневой крупы и кефира в один проект – это хорошее решение. Кому все-таки не удается выдержать условий гречневой диеты, разрешается ввести в суточное меню несколько штук сухофруктин, которые можно съесть вместе с кашей или между основными приемами пищи, то есть перекус. Конечно, эти проявления слабости, они отразятся на итоге, но все-таки удастся остаться в программе. Блюда из гречки без соли помогают вывести из организма лишнюю воду, и этот процесс надо также держать на контроле. Скоро будут дополнительные стимулы к обезвоживанию, например, жара, повышенная потливость или предстоит какой-то тяжелый физический труд, то пищу чуть-чуть можно подсолить, чуть-чуть. Тогда процесс потери воды немножко замедлится. Такой режим питания является монодиетой, и такой рацион не сбалансирован. Приступать к ней надо вообще с разрешения врача. Режим состоит из 4-разового питания. В завтрак и ужин можно съесть по 100 грамм готовой каши, а между ними по 50 грамм. Ужин должен быть до сна, примерно часа за 3-4. Кефир должен быть обезжиренным, свежим, со сроком годности и сроком хранения не более 3 дней. Принимать его по 150-200 грамм за полчаса перед едой. Весь день должен сопровождаться многоразовым питьем, конечно, использовать чистую воду или чай без сахара. Что касается выхода из диеты, то резко это делать нельзя. В первые дни, пожалуйста, супчики на слабом бульоне и легкая еда. Через 2 дня можно вновь приступить к привычным для вас блюдам, но для закрепления полученного результата пересмотрите ваш рацион. Если вы попробовали диету и вам она понравилась, вы почувствовали от нее какой-то эффект, то в дальнейшем их необходимо чередовать. Например, на первой неделе вы используете гречневую монодиету, а через 2 недели надо использовать уже другую, например, арбузную. Ограниченное меню, конечно, угнетающе действует на самочувствие и настроение, но предполагаемый результат должен придавать вам силы. По крайней мере, красота требует жертв. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Берегите здоровье. И тогда все будет только хорошо.